Доброе утро. Сегодня уже 11 день похода. Вчера видео перестал писать, вечером нашел это место, вышел из-за поворота и смотрю, палатка стоит. Ну, думаю, опять рыбаки, там пойду дальше. Потом смотрю, байдарка. Оказалось, что ребята Андрей с Оксаной с детьми здесь также еле-еле место нашли к вечеру, как и я. Вот их палатка стоит, они еще спят. Поэтому я уже вечером не стал ничего писать. Поужинали вместе. На гармошке чуть поиграл. Истории порассказывали. О, замечательно. Допоздна сидели, до 12 где-то. А сейчас утром с палатки выхожу. Тут такая красота. Такой туман над Днестром стоит. Со стоянки. Наконец-то к 11:30. Течение, хорошо в Днестре есть течение, поэтому можно шариться немножко, поправлять веслом. И вот справа на Нерисе 2 капитана. 2 капитана все-таки и 2 матроса. Матросы везут ценный груз. Булыжники. Не поливай, що водою щоб не було так жарко. Ти його любиш, Сніжанка? Невідомо. Як твого камінчика звати, Сніжанка? Кам'яний шоколад. Кам'яний шоколад. Ну треба на той шоколад гарні зуби мати. А ти в рятівному жилеті? Да. Бо я самий, Ну так. і якщо буде екстремально його треба, його вже не буде на мені. Ну і це звичка завжди. Як не жарко, хай він буде. Лучше я спітнію, чим я остину. Довжина у вас яка? 5,20, так? Да? 5,5 десь. 5,50. Да, мощна баржа. Сімейна. Сімейна барка. Сплав у меня сегодня не сплав, а расслабон. Дело в том, что жара сумасшедшая встала в этом регионе сегодня. И мы уже купались, и жарко, очень страшно. А ребята все, закончили здесь маршрут. Это Белый Бизон, Хмелево. Это ихний... Это же одна база, правда? Нижний ярус, скажем так, по Днестру. Вот, вытащили мы каяк, помыли их, байдарочку точнее. И сидим, готовим. А что мы готовим, Оксана? Гороховий суп. Вот так вот, гороховый суп. А там хватит еще на одного байдарочника? Так. Ну так я сьогодні наверстаю після обіду. Бо гороховий суп так піддає реактиву. Ми ж тобі ще квасолі дали. Я и завтра наверстаю. А течение действительно спало немножко. Не знаю, может река шире стала. А может быть то, что быстро бежала, уже сбежала. А вчера было быстрее. Там буде просто гору. Да. Есть такая качеля здесь красивая. И кое-кто катает свой любимый камушек. Цей камінчик приїхав аж зверху. А я туди покришив. Чуєш, Андрій? Гойдеш камінчик? Можна хіба що? Це майбутня письменниця. Вона пише гарні вірші, а ще знає багато казок. Мені здається, вона знає безліч казок. Андрій, треба якось воду, щоб вийти. Принял решение остаться на этом кемпе. Белый Бизон. Палаткой своей здесь аккуратно, без каких-то там
души и прочего, там отключено сейчас, а туристов нету. А сегодня будний день, понедельник, поэтому я ставлю палатку. По сути, у меня сегодня дневка получилась. Мы прошли с ребятами всего лишь 10 километров. За ними приезжает через 20 минут машина, отвозит их в Ивано-Франковск, по-моему. А вы в Ивано-Франковск едете, да? В Ивано-Франковск и потом во Львов домой. Вот. Я им помашу, отправлю их, а сам оставлю здесь. Хорошая такая лужайка у меня. И вот под этим первым деревом поставлю палатку. Був радий знайомству. Взаємно. Все, давай. Підписуємося на твій канал. Да, По-любому. шукайте мене на Ютубі, на Фейсбуці. Вам доїхати гарно. Все, було приємно. Да. Сподіваємося. До нових зустрічей. Все, щасливо. Палатка стоит, все готово ко сну. Решил просто прогуляться еще по базе здесь. Вместо сторожа сегодня. Собственно, сторож мне оставил вот этот один цвет. Вот. В моем распоряжении еще есть замечательный цивильный туалет. Душ, правда, не работает, и я им не пользуюсь. Собственно, у меня есть река. И я себя снова наконец-то увидел в зеркало на 11-й день. Замечательно, уже немного загорел, честно говоря. И посмотрев в зеркало, обнаружил одну проблемку. Из-за того, что очень много солнца, я по жизни вообще не люблю носить очки. И на воде этот номер не прокалывает, нужно их одевать, потому что ультрафиолета очень много, и у меня очень красные глаза такие, из-за того, что солнце яркое. Поэтому при первой же возможности постараюсь себе купить какие-то очки все-таки, потому что это вредно для глаз. Все. Здесь свет вырубаю. Спокойной ночи. До завтра. Здорово. Утро. Дядько Василь пригостил огірками домашніми. Дав пательню. Я собі пожарив сало, яйця. Один огірки чого вартують. О, тут у мене і гості поруч. Маленькі ластівки. А, не ластівка, горісвітка. Погляньте, друзі. Красота. Свежий воздух, тишина какая здесь. Ну все, мне приятного аппетита. Ну, а вам хорошего настроения.
Це дядько Василь. Я йому вдячний. Жму йому руку. Дякую за те, що мене тут прийняв на цій базі, головне, що і дозволив мені тут і чай попити. Дуже понравилося у вас. Приємна людина, дякую. Якщо це кіно побачить начальство, хай цю людину підтримає. Бо трудолюбива, все тут покосив, я бачив лічно. Зранку вже тут. Якщо по шиї не дадуть. Не дадуть по шиї, бо то є гарно. Ну, ти вартий того. Дякую, дуже приємно. Такі, як ти, я рахую, що люди, які добиваються своєї цілі, йдуть до неї, то є сильні люди, духом сильні. Я тобі бажаю всього хорошого, щоб ти доплив щасливо, щоб вернувся додому щасливо. Ну і всіх тобі благ. Дякую. Щоб тебе приймали по дорозі як свого, як рідного, як нашого. Дякую. За добре слово, дуже вдячний вам. Все, щасливо. Гарного дня вам. Добре. Помчав далі. Давай. До побачення. Все, щасливо. Щасливо. Только я хотел сказать, дождь практически заканчивается. Я сбегал к каяку и забрал из лодки еду, огурцы. Здесь у меня хлеб, сало и кефир. Или это сметана? Боже мой, это сметана, наверное. Ё-моё. Когда это все поем? Еще домашние яйца есть, как всегда, вот они. Домашних продуктов на Днестре валом. Прекрасно. Пользуясь случаем, перекушу и надеюсь, там уже практически распогодилось. Я уже видел в той стороне, откуда пришел дождь, вдалеке, километрах в 5, голубое небо, так что сейчас разойдется все. Ну, в принципе, было правильное решение. Не хотелось на воде вот это все пережить, там громыхало страшно. Все, у меня типа обед. Помните еще на стоянке, там где делал первую дневку 4 дня назад, сломал нож. Приходится пользоваться им в таком положении. Дальше он не отбрасывается, поэтому имеет упор, и я им нарезаю. Ну, что есть.
Близ села Устечка, а оно по левой стороне сейчас будет, видны остатки разрушенного моста. Могу только предположить, что мост был разрушен во время Второй мировой и больше не восстановлен за ненадобностью. Но это всего лишь моя версия. Другой придумать я не могу. Это самое логичное. А может, он и более старый. В таком месте мост очень удивительно. Слева вообще дороги никакой не видно. Прошел этот мост разрушенный, но так загадкой осталось, непонятно. Его цельное значение, он просто упирается в стену эту. Очень странно и очень интересно. А вот вам, друзья, загадка. Что я делаю на этой дороге? Никогда не догадаетесь. Помните, фотографировал 5 минут назад мост разрушенный? А слева село Устечко. Так вот, взглянув на карту, я увидел здесь Джуринский водоспад и Червоноградский замок. Увидел семью, купающуюся на берегу. Подплыл к ним на каяке. Оказывается, они приехали к кому-то в гости с ночевкой. Вытащили мой каяк. Дядька Богдан допоміг. И каяк стоит возле их двора. Я с собой взял свою гермосумку, фотик. Фотик здесь. Экшн-камеру такое, технику. И иду прямо к нему. Вон он прямо замок Червоноградский. И там где-то водопад справа. А за этой горой Днестр. И я пойду уже, наверное, слезать. То есть меня сейчас обвезли по кругу. Слева виден замок, а справа виражи из дорог, спускающиеся вниз с горы. Как неожиданно вообще, просто себе придумал новый маршрут. Этот замок, конечно, сложно посмотреть, сплавляясь по Днестру, если ты один. Вот сейчас подхожу к первому строению. Моя карта говорит о том, что это костел Вознесения Девы Марии. Зайдем в этот костел вместе с вами. Это довольно интересное здание. Оно, если бы крыша сверху была цела, внутри еще стены стоят, и даже практически потолок цел. Вот мы заходим в основное помещение. Здесь какой-то подвал. Ну, ясно, что не было прямого входа отсюда. Это уже все обвалилось. И там наверху я очень удивлен, что крыша держится. Немножко обвалилась, но вся остальная конструкция держится. Боюсь, что так она долго не проживет. Вот так своды выглядят. Большие окна там высокие. Никаких фресок и картин на стенах, ну, рисунков, ничего не осталось. Практически все пооббивали уже тут красками современные художники. Рисовали. Вон там еще один обвал. Довольно интересная кровля. Она сделана сводчатой, сама себя распирает, держит конструкция, сама себя арка. Так, это у нас алтарь. Решетки еще остались даже на окнах. Странно, что их вандалы не повырывали.
И здесь также свод аркой. Здесь получается по прямой проще. Здесь более сложная конструкция. И там еще есть одно помещение. Точнее, их два еще. Наверху балкон такой. Вход с той стороны. Здесь помещения. Естественно, я не знаю их назначения. Также кто-то выбил стену. Вот здесь уже решеток нет. Такой же конструкции потолок. Эта музыка, если ее слышно, играет. Здесь детский лагерь, по-моему, какой-то, Ромашка находится. Такое же симметричное помещение в левой части. Хорошо, поднимаемся наверх. Посмотрим, что там. Ну, здесь, как видите, сплошные руины. Махина, конечно, мощная. Это только одна башня, вторая вот здесь завалилась практически. Ну и то, что было по центру, тоже все рухнуло. Вот это вся масса камней с землей вперемешку. Вкратце историю почитал. Он пострадал 2 раза. В Первую мировую и во Вторую мировую. Вот с этой стороны также доступ еще есть, можно посмотреть. Замки видел, костел видел. Бегу в сторону водопада, который 16 метров высотой. Место мне понравилось. Одно жаль, что с каждым годом это все рушится и падает. И я уверен, спустя 10 лет, если я сюда подъеду, не останется здесь ничего, камни на камне. Еще эти башни завалятся. Я подхожу к Джуринскому водопаду. Здесь перед подходом к нему роднички есть, можно набрать воду. И вот, собственно, сам водопад. Джуринский водопад, состоящий из 3 каскадов, имеет высоту 16 метров. Это одно из самых живописных мест Тернопольской области. Есть несколько версий появления этого водопада. По одной из них, хозяева замка, делая ландшафтный дизайн, искусственно создали водопад. По другой, в 17 веке турки хотели захватить замок, но замок был окружен рекой. Тогда они разрушили каменный берег и изменили русло реки. Также есть версия, что люди пустили реку по новому руслу, чтобы сделать водяную мельницу. Но и в конце концов, водопад мог образоваться и сам по себе, пробив каменную перемычку. Я не знаю, слышно меня или нет, но звук здесь очень громкий. Настоящий водопад.
что-то невероятное. Здесь такой грохот стоит. Ну и денек. Не ожидал такой насыщенности. Это просто фантастика. Это просто чудо. Я на одном только этом месте потратил полчаса или больше. Не могу уйти. Видео снимаю, фото. И здесь уже место заканчивается. Уже темнеет. Мне нужно бежать назад. Но этот водопад местные называют девичьи слезы. Он шикарен. Он просто фантастичен. Там выше грот находится. Сейчас воды наберу. Прямо с этого водопада. Она с родника идет чуть выше. И по дорожке спускаются вниз. Мне еще идти час, наверное, назад. А уже темнеет. Все. Писать больше не буду, нет места. Но я доволен. Я не жалею, что я посвятил полдня этому городу, этому месту, этим замкам, водопадам. Это шикарное место. Я счастлив.